Арми, прекратите листать. То, что вы сейчас прочитаете, никогда не должно было стать достоянием общественности. Личные слова Тэхьона, сказанные Чонгуку, наконец-то просочились в сеть, и фанаты рыдают. В комнате царила тишина. Слишком тишина для двух людей, которые годами смеялись, выступали на сцене и невысказанными словами взаимопонимания. Тэхьон стоял у окна, в его глазах слабо отражались огни города. Чонгук сидел напротив него, сложив руки, чувствуя, что этот момент отличается от всех остальных. Не было ни менеджеров, ни камер, ни сценариев, только тяжесть слуха, который преследовал их годами, слуха, который все считали всего лишь фантазией фанатов, до сих пор. «Помнишь, как нам впервые сказали не разговаривать?» — тихо спросил Тэхьон. Его голос был ровным, но тяжелым. Чонгук поднял глаза, затаив дыхание. Он помнил все слишком хорошо. Именно тогда все изменилось. Тэхьон подошел ближе, еще больше понизив голос, словно стены могли их выдать. «Я никогда не переставал выбирать тебя», — сказал он, «даже когда они создавали видимость моего ухода». Чонгук замер. Эти слова, простые, честные, сокрушительные, били сильнее любого заголовка. Годами Арми чувствовали эту дистанцию, потерянные взгляды, моменты, вырезанные из видео, внезапная холодная профессиональность, сменившая теплоту на сцене. Фанаты бесконечно спорили, это правда или нам это кажется, но в той комнате сомнений не было. Голос Чонгука дрогнул, когда он наконец заговорил. «Тогда почему это так больно?» Тэхьон не отвечал сразу. Он опустил взгляд, сжимая пальцы. «Потому что защищать тебя означало позволить тебе поверить, что меня больше нет». Снаружи мир продолжал жить как обычно. Внутри же, наконец-то, прозвучала давно похороненная правда. Чонгук медленно поднялся. Его стул тихонько заскрипел по полу. Его взгляд не отрывался от Тэхьона. «Ты позволял мне думать, что я один», — сказал он, не обвиняя, не гневаясь, просто честно. «Каждый раз, когда я искал тебя, а тебя не было рядом, я думал, что потерял тебя». Челюсти Тэхьона сжались. Впервые маска покоя треснула. «Я был там», — ответил он тихим, напряженным голосом. «На каждой репетиции, на каждом выступлении, каждую ночь ты лежал без сна, гадая, что ты сделал не так». Он вздохнул. «Мне просто не разрешалось это показывать». Слово «разрешалось» повисло в воздухе, словно предупреждение. Чонгук горько рассмеялся. «Значит, слухи, расстояние — все это выдумано?» Тэхьон медленно кивнул. Воспоминания нахлынули. Персонал, встававший между ними, внезапные изменения в расписании, моменты, вырезанные из закулисных съемок, то, как менеджеры слишком пристально наблюдали за ними, когда они стояли рядом, вещи, которые Арми замечали, но никогда не могли доказать. До сих пор. «Я хотел что-то сказать», — продолжил Тэхьон, его глаза блестели. «Столько раз, но каждый раз, когда я открывал рот, я вспоминал, чего это тебе будет стоить». Чонгук тяжело сглотнул. «И чего это тебе стоило?» Тэхьон не отвечал сразу. Он полез в карман и вытащил телефон, экран которого уже горел, словно он репетировал этот момент сотни раз. «Я написал это много лет назад», — сказал он, повернув экран к Чонгуку. «Я так и не отправил». Чонгук читал про себя, его руки начали трястись. «И как бы далеко нас не отдалили, я всегда узнаю тебя в толпе. Если вы когда-нибудь подумаете, что мне стало все равно, пожалуйста, помните, это был не мой выбор». Чонгук поднял глаза, и, наконец, потекли слезы. «Ты должен был сказать мне». Тэхьон подошел ближе, еще ближе, чем за последние несколько месяцев. «Я говорю тебе сейчас». Никто из них не понимал, что это признание не останется тайной надолго. Где-то за пределами комнаты снова стали замечать закономерности, взгляды, затянувшиеся на секунду дольше, чем нужно, руки, нерешительно отдергивающиеся, возвращающееся тепло, которое уже невозможно было скрыть,
И армии это почувствовали мгновенно. Слух не просто вновь ожил, он был громче, чем когда-либо. Первый признак был незначительным, настолько незначительным, что его заметили только самые внимательные фанаты. Во время репетиции Чонгук слишком свободно рассмеялся. Тэхьон стоял чуть ближе, чем обычно. Ничего драматичного, ничего очевидного, но армии давно поняли, что правда часто кроется в мелчайших деталях. В сети начали распространяться видео. Видели, как Чонлук на него смотрит? Почему Тэхьон постоянно поворачивается к Чонгуку? Это как-то по-другому. За кулисами атмосфера изменилась. Персонал переглянулся и перестал делать вид, что ничего не замечает. Осторожная дистанция, которую они раньше поддерживали, ослабла, словно кто-то перестал пытаться контролировать ситуацию. «Они снова смотрят», — пробормотал Тэхьон, когда они проходили друг друга мимо, их плечи соприкоснулись на секунду дольше, чем нужно. Чонгук кивнул. «Пусть смотрят». Тот вечер на сцене свет был ослепительным, а крики оглушительными. В середине хореографии, как раз там, где они должны были отвернуться, Чонгук замер. Тэхьон встретил его взгляд. Он длился едва мгновение, но армии это заметили. Скриншоты заполонили ленты новостей в течение нескольких минут. Видео в замедленной съемке, сравнительный анализ с прошлыми результатами, комментарии вызвали настоящий ажиотаж. Это не совпадение, они больше не прячутся. За кулисами руки Чонгука дрожали, на этот раз не от страха, а от релифа. «Я не отводил взгляд», — тихо сказал Чонгук. Тэхьон улыбнулся, мягко и устало. «Я видел». Впервые за много лет никто из них не чувствовал необходимости притворяться, что ничего не происходит, но с каждым несказанным сигналом давление возвращалось, сильнее, тяжелее, опаснее, чем прежде. Потому что каждый раз, когда общественность снова начинает верить, кто-то всегда пытается это остановить. Встреча была созвана без предупреждения, никакой повестки дня, просто уведомление в их расписании, как несказанная угроза. Тэхьон прибыл первым, Чонгук последовал через несколько минут. Комната была холодной, стерильной, контролируемой. Такое место, где эмоции должны оставаться за дверью. «Люди снова говорят», — спокойно произнес голос. Имена не были названы, в этом не было необходимости. На экране появились паузы с видео, увеличенные фотографии, заголовки с тщательно подобранными вопросительными знаками. Слухи возвращаются, фанаты замечают что-то другое. «Вас предупреждали раньше», — продолжил голос. «Общественное мнение имеет значение, последовательность имеет значение». Тэхьон не отвернул взгляд. «Истина тоже имеет значение». В комнате воцарилось напряжение. «Мы ничего не говорили», — добавил Чонгук. «Мы ничего не подтвердили». «Но вы что-то почувствовали», — ответил голос. Затем последовали знакомые фразы: скорректированная хореография, отдельные интервью, меньше совместных моментов, тот же самый шаблон. Только на этот раз Тэхьон встал. «Нет», — просто сказал он. Все взгляды устремились к нему. «Я больше не исчезну», — продолжил он, его голос оставался ровным, несмотря на давящую тяжесть. Не тихо, не ради чьего-то комфорта. За пределами зала армии не понимали, что происходит, но чувствовали перемену. Не двух людей, которых разрывали на части, а двух людей, готовившихся встать вместе. На следующий вечер арена была заполнена до отказа, фиолетовые светящиеся палочки раскрашивали темноту, кричалки гремели словно биение сердца. За кулисами Чонгук поправил свой внутриионный монитор, медленно дыша. «Если они нас остановят после этого...» «Они не остановят», — тихо сказал Тэхьон. «Не сегодня». Плана не было, сигнала не было, только взаимопонимание, пережившее годами молчания. Зазвучала музыка, мышечная память взяла вверх, точная, отработанная, контролируемая, до самого бриджа. Тэхьон повернулся слишком рано. Чонгук не отвел взгляд. Их взгляды встретились под светом прожектора, уязвимые, безошибочно настоящие. Никакой игры, никакого прикрытия, только узнавание. Толпа закричала еще громче, потому что армии это почувствовали. Телефоны взлетели вверх, руки задрожали, чаты взорвались.
Это не совпадение, они больше не прячутся. За кулисами хаос, расписание уже переписывается. «Я ни о чем не жалею», — задыхаясь, сказал Чонгук. «Ни секунды», — ответил Тэхьон. Этот единственный взгляд за несколько часов разлетелся по всему интернету, пересматриваемый, анализируемый, сравниваемый со всеми моментами, которые они когда-либо разделяли. Впервые повествование не контролировалось, оно подвергалось сомнению. К утру интернет изменился. Видео доминировали на всех платформах. Хэштеги росли, не подтверждения, только вопросы. Тэхьон молча пролистывал ленту. Чонгук сидел рядом с ним, плечо к плечу. Никто не отошел. «Они все связывают», — сказал Чонгук. «Они всегда это делают», — ответил Тэхьон. Всплыли старые моменты, когда-то отвергавшиеся как фантазия, теперь переосмысленная.